Мы живем в православной стране. Величественные храмы, монастыри, красивые богослужения, песнопения – все это результат тысячелетней истории православия в России. Но даже сейчас в мире есть места, где православие переживает времена, подобные временам первых христиан, временам апостольским. Наш рассказ о Филиппинах. Мы отправляемся на Филиппины с архиепископом Солнечногорским Сергием. Он управляет приходами Московского патриархата в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. В коробках для храмов, для приходов на Филиппины утварь, иконочки, подарки для деток, шоколадки, естественно, сладости. Общим весом 200 килограмм практически. Долгий 15-часовой перелет, и вот мы в небе над Малайским архипелагом. Внизу огромное скопление тропических островов, более 7000 из которых занимает Республика Филиппины. На мировую карту Филиппины были нанесены знаменитым испанским мореплавателем Фернаном Магелланом. Тогда вместе с испанцами на Филиппины пришло католичество. В начале 20 века Филиппины пережили свою собственную реформацию. Бывшим католическим священником Григорио Аглипаем была основана независимая филиппинская церковь. Она получила название Аглипайская. В 2012 году одна из ветвей Аглипайской церкви, местной филиппинской, проявила интерес к православию. Поэтому они написали письмо, обратились, и священноначалие благословило меня в 2012 году поехать узнать ситуацию. Когда я приехал, и я увидел, что у филиппинцев действительно есть неподдельный интерес к православной вере, и тогда было принято решение начать готовить их к принятию православия. Было огромное количество приходов, несколько тысяч человек. Самые верные люди, они приняли крещение с 2013 по 2015 год. И сейчас мы видим уже плоды этого. Мы видим, что миссия развивается, и интерес к православию не угасает, а только больше и больше растет. Когда люди были готовы, то здесь, прямо в океане, было совершено массовое крещение, было крещено почти 300 человек. Я и отец Сюлан Томпсон, мы крестили их. Слава Богу. Позже мы продолжим наш рассказ об истории и работе миссии. А сейчас мы приближаемся к самому южному филиппинскому острову Минданао. Именно на этом далеком от туристических направлений острове и ведет свою основную деятельность миссия Русской Православной Церкви. Город Давао – второй по значимости город Филиппин и главный город острова Минданао. Его население свыше 1,5 миллиона человек. Мэром Давао в течение 10 лет был нынешний президент страны Родриго Дутерте. Он знаменит жестокими мерами по наведению порядка в городе, которые, тем не менее, принесли плоды, и сейчас Давао является вполне безопасным местом. Несколько месяцев назад здесь был открыт приход в честь Матроны Московской и миссионерский центр. Храм и центр временно располагаются в арендованном помещении. Люди сами находят храм, и храм наполняется. Приходят люди, просто узнавшие где-то о православии, читавшие, изучавшие, узнавшие, что сейчас действует храм Русской Православной Церкви в Давао, приходят, общаются с священником, выражают желание принять крещение, выражают желание обучаться также. То есть потенциал у этого центра очень большой. И зри с небесе Боже явишь, и посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница Твоя. Anak dili binuhat usaw kinaya samahan, pinagi kaniya ang tanan ng nahimo, alang ka natong mga tao, alang sa atong kaluwasan. Мы все молимся. У всех разный путь, у каждого по-разному. Но он тоже показывает свою верность
But he is also showing his faithfulness to Orthodoxy. Мы хорошо знакомы с Александром. I know. Мы на Филиппинах, пройден большой путь, многочасовые перелеты. В субботу и в пятницу и субботу мы совершили богослужение на приходе в городе Давау, столица самого южного и самого большого острова на Филиппинах, острова Минданау. Пообщались с прихожанами, пообщались с студентами, которые кто-то уже обучается в духовных школах в России, кто-то уже подготовился и начнет новый учебный год в Санкт-Петербургских духовных школах. А сейчас мы начали путешествие по приходам острова Минданау, и сейчас мы направляемся в город, в поселение Аракан, в общину в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где с Божьей помощью сегодня планируем совершить божественную литургию, пообщаться с народом. Это самый большой приход, самая большая православная община на острове Минданау. Мы поднимаемся все выше в горы. Самые высокие вершины Минданау достигают почти 3000 метров. Некоторые являются действующими вулканами. Виды за окном все прекраснее, однако же дороги становятся все хуже. Владыка со спутниками начинают читать правила перед литургией. Молитва в таких местах и обстоятельствах звучит особенно ярко и пронзительно. Лукавстве духе разори тридневно Твоим и живоносным воскресением падших и правоца восставивай, восставя грехом поползшегося убрного и долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстью те прикающиеся и чистишь, и светишь, и светом творишь и причастие. Владыку ждут. Лепешка произведена на костре. Да вы что? Да, пахнет дымом. Бог благословит вас. Слава Богу. Бог благословит. Спасибо вам. Это фрукт. Вот по этому кадру видно, насколько ярко здесь солнце. Вообще высокая температура и влажность, разница во времени – все это накладывает отпечаток на нас, не привыкших пока еще к местным реалиям россиян. Но происходящее вокруг, искренность этих людей, их вера, яркость впечатлений в целом компенсируют уже накопившуюся за несколько дней усталость. Храм в Аракане – это бывший Аглипайский храм, который при поддержке русских и сербских жертвователей преобразился в традиционный православный. Община храма в Аракане – одна из самых больших. На сегодняшнее богослужение прибыли прихожане и из соседних небольших храмов. Для православных Аракана сегодня особенно торжественное событие – первая архиерейская литургия в их храме. Nga nagpakiluoy, Sir, ang akong sunugoon at tuwa sa akong balay naghigda, dili makalihok ug nag-antos pagayo. Имя тайно образующее, животворящий Троица, Пресвятую песнь пропевающая, всякое ныне житейское отложив в течение. Lagi ubanan sa dili makitang panon sa mga anghel sa kalangitan. Hallelujah. Благодарим Господа. Приготовления к общей трапезе идут полным ходом.
Sa mga langit, banal ang imong ngalan mo, abot ka na mo ang imong hingarian. Matuman ang imong pagbuti, sa'yo tamay mo sa langit. Все прихожане причащаются. Рад сегодня был вместе с вами со всеми помолиться. Причаститься от одной чаши тела и крови Христова. Теперь мы с вами достойно и праведно называем друг друга братья и сестры, потому что причащались от одной чаши. Я передаю всем вам благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который, напутствуя и благословляя меня на эту поездку, просил передать всем вам свою любовь и молитвы, и благословение. И видимым знаком своего благословения он просил передать вам маленькие иконки. Каждый из вас сегодня получит такие иконы. Несите их в свои дома. Благословляйте этими иконами своих семьи. Совершайте молитвы перед этими иконами. И в своих молитвах не забывайте вспоминать и нашего святейшего патриарха Кирилла. А вот и шоколадки, о которых Николай нам рассказывал в Домодедово. В течение 20 лет священником этой общины был нынешний староста храма брат Моисей. Он, как и все епископы, священники и диаконы Аглипайской церкви, принявшие православие, был крещен как мирянин. Нынешние условия жизни Моисея не оставляют никаких сомнений в искренности его поступков. С тех пор, как он снял с себя священнический сан Аглипайской церкви, он лишился привычного источника дохода. И вот уже 3 года живет вместе со своей семьей вот в этой комнате при храме. В подобной ситуации оказалось все бывшее аглипайское духовенство, те из них, кто принял православие. Сила веры этих людей вызывает глубокое уважение. В таких условиях здесь люди проживают. И благодарят Бога, радуются, служат, счастливые, легкие, гостеприимные, улыбающиеся. Общая трапеза простая, но для нас, конечно, очень экзотичная. Воскресная школа есть воскресная школа, что в России, что на Филиппинах. И мамы есть мамы, также волнуются и помогают своим чадам. Владыка внимательно осматривает территорию храма, намечает будущие прихрамовые постройки, помещения для обучения детей, прихожан, жилье для священника. But the lot is very good. 20 это вот так, а 15 раз, два. Ну дальше, потому что она так меряет. А вы можете мне подготовить проект, рисунок, какой здесь нужен дом, на сколько человек построить? Yes. А чтобы вы жили с семьей там? Чтобы, может быть, была гостевая комната для приезжающего священника. Водопровод есть. Вот здесь надо все разломать и сделать здесь навес хороший,
для прихода после службы собираться. Среди учеников ты пришел со Спасом мирную, приятную, спасибо, славу, Церковь православная. Католик, Catholic, Направляемся в населенный пункт Тагалангот. Это примерно в 30 минутах езды от Аракана. В Аракане мы послужили сегодня божественную литургию, воскресный день. Было много молящихся в храме. Это самый большой приход на острове Минданау. Но, как я понимаю, сюда людей пригласили еще с соседних приходов, которые в том числе мы не сможем посетить все в эту поездку. Дороги здесь очень непростые, поэтому те же самые 15 километров приходится ехать 30 минут, а то и больше. Вот с отдаленного сегодня, как они говорят, населенного пункта приехали 45 километров от Аракана. Так вот, они 45 километров 3,5 часа ехали до Аракана. Вот в таких местах наши приходы. Община преподобного Серафима Саровского в Макаланготе с радостью встречает владыку Сергия. Да, обратите внимание, на фоне стоят арендованные внедорожники с рамной конструкцией. Мы ездим по местам, где обычные автомобили иногда попросту бессильны. А вы как успели доехать? На самолете? Сразу же бросается в глаза, насколько скромно выглядит бамбуковая часовня, в которой они молятся. Нужно сказать, что значительная часть бывших аглипайских общин потеряли свои храмовые строения. Так случилось и с общиной в Макаланготе. Землю для нового православного храма пожертвовал один из прихожан. Насколько хватило сил и средств, члены общины сами построили такую вот небольшую часовню. Подобнее Отче наш Серафиме, моли Бога. Владыка служит молебен, прихожане молятся и снова, как и в других местах, непременно готовят угощение. Так они выражают свое гостеприимство. Все самые великие события в мире происходили незаметными от глаз человека. Взять событие величайшее Рождество Христово. Где Христос родился? Не в центрах городских, не в шикарных, богатых дворцах, не на мягких белоснежных постелях. Ему нигде там не хватило места. Христос пришел в мир, а это самое важное событие в истории всего человечества, далеко от человеческих глаз, в пещере, в которую загоняли скот во время дождя. Там, на соломке, на соломе, на сене, в абсолютной нищете родился самый главный в нашей жизни – Сын Божий. Вот чем-то ваш приход мне напоминает Вифлеемскую пещеру. Бог там, где скромность. Но вы же уже заметили, какие это люди. Причем, конечно, может быть, как и в нашем народе русском, чем дальше от больших городов, от цивилизации, тем люди искреннее и проще. И в этом есть какая-то общая закономерность и у нашего народа, и у филиппинцев. Но здесь, конечно, даже сравнивать нельзя с жизнью в России. Вы сами видели своими глазами, в каких условиях проживают священники, их семьи, да вообще народ.
И несмотря на все это, они бедные, конечно, но, я как уже говорил, это счастливые, радостные, очень гостеприимные, искренние люди. И вера у них, вера, я хотел сказать, детская, она очень настоящая, но верят они действительно искренне по-детски. Я уже не первый раз на Филиппинах, и каждый раз мне, конечно, необыкновенно приятно общаться с этим народом. Они искренне встречают, выражают, особенно вот в Маниле, выражают такую искреннюю любовь, интересуются всегда здоровьем. И это не дежурный вопрос, они реально переживают. Время от времени присылают мне видеосообщения в дни праздников больших. Мы останавливаемся у дома бывшего аглипайского священника, а ныне православного мирянина Романа. Владыка хочет познакомиться с его нынешним бытом. Очень правильно. It's very good that you have Holy Scripture. Читайте Священное Писание каждый день. Read Holy Scripture every day. А там кто, дети? Yes, our small kitchen. Это у нас здесь кухонка. If we don't have gas, we will cook in our traditional kitchen. Очень чисто. Very clean. Очень чисто. Да, у них красный угол там. Единственная проблема, владыка, что Роман Кянты живет. Принятие православной веры было связано с большим кризисом в моей жизни. Это произошло, когда православный миссионер приехал сюда, на Филиппины, и впервые рассказал о православии. Сперва я испытал состояние тревоги, но когда я понял, как появилось православие, я осознал, сколь велико отличие православия от аглипайства. Я много исследовал и убедился, что православие – это истинная церковь, основанная апостолами 2000 лет назад. В связи с этим я немедленно порвал с аглипайством и начал готовиться к принятию православной веры. Спасибо за вашу заботу и поддержку, за то, что вы поддерживаете нас в нашем следовании истинной вере, истинной церкви. Это настоящее благословение Божие, и мы действительно счастливы, филиппинцы, принявшие православие здесь, на Филиппинах. Сейчас мы направляемся в Саласан. Это тоже маленькая деревушка, в которой община святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это примерно в 30 минутах езды. За последний год они немножко обновили здание своей деревенской церкви. Посмотрим, что было сделано. Совершим молебен, пообщаемся с прихожанами. Наверняка тоже ждут, тоже будут какие-то сладости, угощения, как здесь. Это обычное дело. Угощают то, что есть. Но это слаще любых дорогих угощений. Что-то они своими руками мастерят. Причем я же понимаю, они же для того, чтобы встретить меня сегодня, нас, они это все готовили еще, наверное, готовились вчера, потому что сегодня они приехали в Аракан на литургию, потом быстренько вернулись к себе в деревню и сейчас там готовятся встретить гостей. Вот, смотрите. Вы были здесь? Нет? Нет, первый раз. Очень похоже. Здравствуйте. Это сладость из риса. Кокосовая. Община в Саласане также при обращении в православие потеряла свое храмовое здание. Долгое время верующие собирались в доме старосты, пока при помощи жертвователей из России не смогли построить свой нынешний храм.
Мне задали вопрос, что как назвать, в честь какого святого назвать этот новый приход, новый храм. Ну и так как мы сейчас проходим Петропавловский пост, я принял решение, что быть этому храму в честь и память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Вы принимаете это решение? Yes. Яхим, что здесь? Fried banana and makopa. Banana with sugar coated. Растроганные таким теплым приемом, наши братья певчие не смогли удержаться от благодарности. Да и почему не познакомить филиппинцев с российской культурой? Клен зеленый, лисы злой, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Спасибо вам за гостеприимство, добрые люди. Salamat kayo sa pagdawat kanamo isip mga bisita. Буду стремиться еще и еще раз приезжать к вам. Ug nangamoy ako nga sa mas makadagan pang higayon ako makabisita kaninyo. Будем молиться друг за друга. Magampo kita alang susagusa. А у молитвы нет расстояний. Ang atuang mga pagampo dili gayud masag. Молитва то, что нас соединяет. Kay ang pagampo maoy nagahiusa sa tuwa. Я буду за вас молиться. Ako alang kaninyo magampo. Еще раз вам всем спасибо. Будьте Богом хранимы. Посещением этого храма в честь святых апостолов Петра и Павла, мы завершаем сегодняшний воскресный непростой день нашего паломничества по приходам острова Минданао, Филиппины. Много впечатлений. Как всегда, самое главное богатство этих мест – это люди добрые, гостеприимные, приветливые, а самое главное – с Богом в сердце. В Давао раннее утро. Город только просыпается. Начинается 5-й день нашего путешествия по Филиппинам. Усталость ощущается довольно сильно. В воздухе просто какая-то запредельная влажность. Идем в храм. Предыдущие дни поездки были настолько насыщенными и тяжелыми, что владыка дал возможность своим сопровождающим сегодня отдохнуть. А сам, как выясняется, ранним утром проснулся и служит литургию иерейским чином. Нам кажется важным, чтобы на острове Минданао, где находится большинство общин, которые приняли православие в качестве своей веры, центром нашей церковной деятельности стал город Давао, в котором более 20 лет мэром был нынешний президент Филиппин Родриго Дутерте. Вот для этого мы посетили мэрию Давао, рассказали о том, какой наш миссионерский центр уже здесь действует, как бы мы хотели расширить нашу деятельность, открыть российский культурный центр, чтобы там преподавали русский язык, культуру, знакомили с Россией. Мы помогали тем, кто желает получить образование в России, получить первые навыки овладения русским языком. Ну и, конечно, приходящие в этот центр люди должны видеть наш храм, знакомиться с нашей верой, и, может быть, Бог даст, кого-то коснется Господь, и они примут святое православие. Вечером после ужина я не смог удержаться от любопытства, что же такого экзотичного может храниться в морозилке холодильника в миссионерском центре на Филиппинах. Практически съемки скрытой камерой. Оказалось, просфоры. Мать Сергия говорит, что здешняя мука для них не очень подходит, и здесь на месте они пока их не выпекают. Ранним утром наше миссионерское путешествие продолжается. А пока мы снова в пути, есть время рассказать еще немного об истории православной миссии на Минданао. После первых трудов отцов Кирилла Шкарбуля и Станислава Распутина на Минданао прибыли и другие миссионеры. Отец Георгий Максимов – это так скажем,
инициатор этой миссии здесь, на Филиппинах. Все произошло не специально. Это связано с очередным природным катаклизмом, который произошел на этой земле. И наши миссионеры вызвались помочь людям. И так местные жители узнали о русской церкви, о священниках, о православии вообще. И отец Георгий Максимов несколько лет приезжал сюда в свободное от служения в Москве время, в дни отпусков, брал с собой друзей, священников, единомышленников, миссионеров. Они приезжали сюда, ездили по селам, по отдаленным городишкам, проповедовали, рассказывали о православии. Эта работа была довольно долгая, мы не спешили. От года и более различные общины проходили вот такую катехизацию, по результатам которой они уже начали нас спрашивать, когда же уже все-таки нас примут в православие, когда вы нас крестите. Ну и так вот благословило священноначалие, и, собственно говоря, осуществились вот эти массовые крещения различных общин. В разное время мы не сразу все вместе общины, а в зависимости от готовности каждой общины ее крестили. Где-то было там сразу по 250 человек, где-то было поменьше, потому что общины, они разные по своей численности. В общей сложности более 1500 человек приняло православное крещение вот на Минданао за все это время. Ну, собственно же, после таких трудов миссионерских, когда было покрещено, я не помню, больше 1000 людей местных обращено в православие. Причем, когда я приехал к ним, начал им в церкви, было собрание общее с многих храмов, я им начал рассказывать о русской церкви, о православной церкви вообще. Только начал разговор, и кто-то из прихожан встал и говорит: «Владыка, мы это все знаем, уже мы выучили вот за этот год, 1,5-2. Мы вам сейчас расскажем про филиокву, и расскажем символ веры православной, и расскажем историю русской церкви, вообще историю православной мировой церкви, и сколько каких церквей православных в мире. Нам нужны священники, нам нужны пастыри, потому что мы не можем без покаяния, мы не можем без причащения, у нас рождаются дети, мы их не можем покрестить, у нас умирают родственники, мы их не можем отпеть и погребсти по правилам». И тогда я докладывал Святейшему, что вот такая вот авральная миссия или такая неорганизованная миссия, ее уже время пришло, надо организовывать правильно работу на этих островах филиппинских, коль уж так все происходит. И, конечно, Святейший принял решение, и был синод в 2016 году, в октябре 2016 года, с таким утверждением управления приходами Московской Патриархии в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. А мне поручено архипасторское окормление приходами в этих странах. Так вот за это время, после синодального решения, что-то пытаемся повернуть в правильное русло, чтобы как-то организованным что-то все было. И вопросы командировок сюда пастырей, миссионеров и учителей пения, выпускников духовных школ распределить на двухгодичные практики. Это и направление здесь местных жителей, прихожан на обучение в Петербурге или в других наших школах в России. В течение последующих 2 дней мы посетили еще 6 приходов на острове Минданао. Не обошлось и без приключений. В селении Кинабалан нас застиг тропический ливень. Нет, мы не боялись промокнуть. Была опасность, что мы просто не сможем быстро выбраться обратно на большую дорогу и опоздаем на другие приходы. И вот здесь очень пригодились те самые арендованные внедорожники. Вот по этим кадрам видно, насколько отзывчивы местные жители. Этот подросток увидел, что наш транспорт ожидают сложности, и просто встал и положил доски под колеса нашего автомобиля. Нет, он не просил денег, какой-то награды. Эти кадры наглядно демонстрируют отношение местных жителей к окружающим. Особое внимание владыка уделил городу Генерал Сантос.
Здесь он совершил божественную литургию, пообщался с прихожанами, а также встретился с властями города и обсудил планы по строительству здесь храма и духовного центра. Город Генерал-Сантос – крупный населенный пункт, и ему еще предстоит сыграть свою роль в развитии социального служения на филиппинской земле. А в селении Каюпа произошло трогательное событие. Владыка крестил филиппинскую девочку Марию. Пожалуйста, воспитайте этого ребенка настоящей христианкой. Для этого приложите все. Не жалейте ни сил, ни времени, ни средств. Но самое главное, любви не жалейте. Поздравляю вас. За время нашего миссионерского путешествия по Минданао мы посетили 10 приходов. И неизменно везде встречали гостеприимство и радость. Многие православные филиппинцы впервые в жизни встречались с архипастырем. Искренние улыбки, песнопения, совместная молитва, внимание словам владыки, общая трапеза, неформальное общение – так было повсюду. Это вот типичный, как говорится, представитель прихода здесь, на острове Минданао. Это Банате, приход Успения Пресвятой Богородицы. Они изъявили желание о переходе в лоно Русской Православной Церкви, о чем написали письмо Святейшему Патриарху. Очень светлые люди, замечательные. Нуждаются в священнике, и сейчас главный вопрос у них, да и у прочих других приходов на острове Минданао, им нужен священник, нужно пасторское кормление, нужна школа для детей по изучению закона Божия. Покидают этот поселок с большим домашним заданием. Эти люди прошли осознанный путь к православию. Они счастливы, радостны. Однако же их приходская жизнь только начинает обустраиваться. В селении Киамба владыка встретился со старостой храма Матео. Матео – строитель и уже имеет опыт строительства православных храмов под руководством отцов-миссионеров. Мы сейчас будем строить храмы, но мало кто в этом разбирается. У вас уже есть опыт. У вас золотые руки. Я хочу, чтобы вы помогли нам консультативно. Может быть, вас бы брали на машине и брали по стройкам как-то раз в месяц по каким-то объектам ездить и смотреть. Вы сможете нам помогать? Консультативно. Если я могу. Спасибо. Работы очень много, но сейчас пока похвалиться нечем. Вот мой приезд, я от него жду не каких-то видимых больших изменений, каких-то кардинальных решений. Мне нужно на месте посмотреть, оглядеться, самому все понять, куда дальше двигаться, что делается правильно, что немножечко подкорректировать, а что-то, может быть, и изменить кардинально. Вот цель моей в этот раз поездки. И кардинальные изменения свершились, но обо всем по порядку. После многодневного пребывания на Минданао мы отправились на Лусон. Это самый большой остров филиппинского архипелага. Здесь, в столице Филиппин Маниле, владыка совершил литургию и встретился с общиной Иверского храма. Значительную часть прихожан этого храма составляют русские, работающие и живущие в Маниле. В частности, храм посещают сотрудники российского посольства. Русская православная церковь имеет очень хорошие предпосылки для расширения своего присутствия на Филиппинах. Из своих контактов с филиппинскими должностными лицами
я всегда объясняю, всегда акцентирую, что Русская Православная Церковь с ее многовековыми традициями мира и согласия с другими религиями обладает совершенно уникальным, богатейшим опытом, который весьма и весьма востребован на Филиппинах, где еще предстоит установить мир и согласие на юге этой страны, прежде всего между проживающими там христианами и мусульманами. Русская Православная Церковь поможет нашим филиппинским партнерам найти мудрое решение имеющихся проблем. С другой стороны, ее присутствие здесь, на филиппинском архипелаге, позволит укрепить позиции нашей диаспоры. Я вижу, насколько возросло стремление российских соотечественников, проживающих на Филиппинах, обращаться к нашей церкви, искать в ней свою духовную опору и находить необходимую поддержку. Заверяю, пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что российское посольство на Филиппинах будет и далее всемирно поддерживать этот процесс. Аминь, спалайте, дай Господь. После многодневного знакомства с кухней Филиппин было очень радостно встретить гречку с солеными помидорами. Do you like Russian rice? Вы говорите по-русски? Да. Вы русский? Да, русский. На Филиппинах живу 5 лет. В Маниле? Да, в Маниле. Это ваша супруга? Да, супруга. Здесь прям рядышком живу, переехал. А я родилась на границе Европы и Азии, прям почти под столбом, в Нижнем Тагиле. Наше знакомство с островом Лусон не ограничилось посещением Манилы. Мы отправились в город Тагайтай. Здесь, неподалеку от местной достопримечательности, самого маленького в мире действующего вулкана, построен храм Христа Спасителя. Да-да, не удивляйтесь привычному для россиян названию. Храм построен Дэвидом Майклом Грабсом, американцем, который пришел к православию в Москве. Спасибо большое. Когда я направлялся на Филиппины, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл напутствовал меня своим благословением и просил передать свое благословение. И видимым знаком этого благословения являются образа. С обратной стороны этой иконы написано, что это благословение святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла. Я верю, что эта икона займет достойное место в этом храме. Будете вспоминать свою жизнь, просить о своих семьях, о своих детях. Не забывайте просить у Бога и милости нашему святейшему патриарху Кириллу. По возвращении в Москву я ему очень много о чем расскажу, увидев здесь, на Филиппинах, и пережив здесь, на Филиппинах, в эту поездку. Поделюсь с ним радостью, которая поселилась в моем сердце. Община храма Христа Спасителя в Тагайтае занимается активным социальным служением. В частности, община кормит, обеспечивает одеждой и школьными принадлежностями тысячи детей из бедных филиппинских семей. Let me show you our storage place. Я хочу вам показать наши кладовки. Один ученый изобрел эту еду для людей, которые, для детей, да, которые недокормлены. Inside minerals, protein. Со специальными минералами. Но это вкусно. Is it tasty? Well, you must prepare correctly. Different recipe. There's different recipes. Нужно правильно приготовить, есть разные рецепты. Some recipes like porridge. Некоторые рецепты готовить как кашу. Some recipes like fried patty, fried like a fried hamburger almost. И есть даже как жареный гамбургер. What the children like, we prepare it with chocolate. Но детям нравится, когда мы готовим это с шоколадом. But the children don't know inside is vegetables and fruit. А дети не понимают, что внутри овощи и фрукты. They think it's chocolate. Они думают, это шоколад. We maybe did 5,000 servings. В прошлом году в неделю мы готовили 5000 So порций. per month, maybe 20. В месяц, может, 20. А скажите, пожалуйста, мне бы нужно перенять ваш вот этот опыт по Tell me, I благотворительности. need to learn from your experience for the charity.
по всем нашим приходам на Филиппинах. Because for all our parishes in the Philippines. Даже бы я вас просил возглавить это направление по всем нашим приходам по благотворительности. Я посмотрел, как живут люди. Because when I saw how the people live, у меня сердце кровью обливается. My heart is bleed. Люди одни выбрасывают пищу, не доедая. Some people throwing the food unfinished. А там людям нижнее белье не на что купить. Кушать нечего. Nothing to eat. В школу собраться нет. No proper accessory for school. Элементарных препаратов, таблеток нет. No simple drugs, medicines. И я бы вас попросил, может быть, в каком-то режиме, вы сами подумайте, проехать все наши приходы на Минданао. You think yourself, how would it be appropriate and possible for you to visit all parishes, all our parishes of Mindanao? Надо все посмотреть своими глазами. When you, so you should see it with all your own eyes. Проехать каждый приход. To visit each parish. Их там порядка 15-16. И вы бы поняли, что там нужно делать. And then you would have a better idea what should we do. И сказали бы, владыка, окей, надо делать на Минданао так, так и так. And then you would tell, okay, Bishop, we need to do so and so and so. Нужны склады. We need storages. Нужны волонтеры. We need volunteers. Нужен транспорт. We need transport. Должна быть система учета людей такая-такая. We need some kind of account of people. Основной смысл христианина, жизни христианина, это совершение добрых дел. And now we need to show them that the main purpose of life of Christian is the doing of good deeds. Это не должно быть языком и на словах. And it should not be just spoken. Это должны быть поступки. It should be actual deeds. И не раз в месяц, раз в год not once a month, приехать шоколадки раздать. To visit and give chocolate. Это надо системно, постоянно, надо помогать людям. Они живут очень бедно. И вот сейчас я считаю, что самое главное на Минданао наладить социальную работу. Мне кажется, в Генерал Сантосе можно сделать такой, назвать его Дом Милосердия. И оттуда развозить. Допустим, в Давао это может быть образовательный какой-то центр. А в Генерал Сантосе Дом Милосердия. Там может быть много девочек работать с разных деревень. Их там можно учить шить, готовить пищу, петь, писать иконы и заниматься делами милосердия. Они же и будут такими сестрами милосердия. В Тагайтае произошло еще одно замечательное событие. Владыка причастил мать Дэвида Фатинью. Очень приятно было с вами познакомиться. У меня бабушка, ей 94 года. My grandmother is 94 years old. Она воевала в Великую Отечественную войну. She participated in the Second Great World War. Против фашистской Германии. Во время Второй мировой войны она была медсестрой в составе союзного американского флота. И еще одна удивительная встреча, произошедшая на Филиппинах. Здесь Фатина. Мне было лет, наверное, 40. После визита владыки Сергия прошло несколько месяцев. И вот они, ростки, взошедшие из семян, посеянных при посещении Филиппин. Братья из Давао приехали учиться в Санкт-Петербургские духовные школы. Вот Дима, переводчик владыки на время визита, слушает святейшего патриарха в духовной академии. В Макаланготе вместо часовни на бамбуковых подпорках строится типовой каменный храм. В нескольких местах готовятся к строительству. В городе Генерал Сантос образовано сестричество. Дэвид с супругой объехали приходы на Минданао и дали мощный толчок социальной работе. Теперь на 11 приходах Минданао волонтеры кормят детей, их мам, неимущих людей и престарелых, всего порядка 600 человек. Вот дети едят тот самый любимый ими вариант обогащенной полезными веществами еды с шоколадом.
А в октябре мы встретили Дэвида в Москве, теперь уже в Московском храме Христа Спасителя, как участника общецерковного съезда по социальному служению. Находясь здесь, в Москве, вместе с отделом по благотворительности и социальному служению, я взволнован и хочу вернуться на Филиппины со всем тем, чему я здесь научился, и вдохновить общины на Филиппинах делать даже больше, чем они делали до сих пор. Так что мы хотим здесь учиться, мы хотим быть частью отдела по благотворительности и социальному служению, хоть мы и далеко на Филиппинах, чтобы наши сердца были соединены, чтобы мы трудились вместе, где бы мы ни находились. Последние 2 года жизни православных приходов на острове Минданау убеждают меня в мысли о прекрасном будущем Русской Православной Церкви на этой земле.